Утро в учебном центре сухопутных войск США в Форт Бёнинге, штат Джорджия, начиналось строго и тяжело. Холодный воздух смешивался с запахом металла и пыли. Инструкторы уже с рассвета загоняли новичков в привычный ритм военной подготовки. На плацу стояли молодые рекруты, растерянные и еще не привыкшие к расписанию. Но среди них выделялась одна — Хелена Картер, 28-летняя женщина, намного старше большинства прибывших. Ее взгляд был спокойным, но в нем читалась скрытая усталость и опыт. Она держалась ровно, молча выполняя команды, не реагируя на шепот и косые взгляды. Многие считали, что женщина не выдержит армейской подготовки, но Хелена выглядела так, будто пришла сюда не доказывать, а просто делать то, что должна. Курсом командовал капитан Джон Рид, суровый офицер, годами работавший с новобранцами. Он не любил слабость, и появление в группе женщины встретил с явным скепсисом. Но когда занятия начались, марш-броски, грязь, упражнения до изнеможения, Картер упорно держалась наравне с мужчинами, а иногда и лучше. В казарме Хелена предпочитала молчать, но ее сдержанность только подогревала внимание. Несколько рекрутов, Майк Данверс, Пол Уилсон и Эндрю Холл, особенно раздражались ее стойкостью. Им казалось, что она пытается доказать свое превосходство. Однако Картер не вступала в споры, просто продолжала выполнять все, что требовал распорядок. На полосе препятствий она снова оказалась среди лучших. И когда один из парней сорвался с сетки, Хелена без лишних слов помогла ему подняться, доказав, что для нее армейская работа — это командная работа, а не соревнование. Рукопашный бой стал моментом, который многие ждали. Майк вызвался спарринговать с ней, уверенный в легкой победе. Но Хелена двигалась неожиданно точно, избегала ударов, работала корпусом так, как могли только подготовленные бойцы. В итоге Майк оказался на земле дважды, и даже капитан Рид заметил, что такие навыки новичкам не свойственны. Вечером напряжение вокруг нее только росло. Пол, не скрывая злости, попытался спровоцировать ее, схватив за одежду. В этот момент ткань порвалась, и под светом лампы все увидели татуировку на ее спине. Черный герб с крыльями и мечом, знак спецподразделения Shadow Group 9, элитной разведывательной группы, о которой в армии США ходили легенды. Тишина была мгновенной. Даже те, кто смеялся над ней, побледнели. Это был символ подразделения, куда попадали только лучшие, и далеко не каждый выдерживал отбор. Когда капитан Рид узнал правду, он был поражен. Хелена служила в Афганистане и участвовала в операции по освобождению заложников, получив ранения и досрочно уволившись. Она не собиралась раскрывать свое прошлое. Ей было нужно просто место, где можно снова стать частью службы, но без лишнего внимания. После этого отношения в взводе изменились. Насмешки исчезли. При встрече с Хеленой никто уже не хмыкал и не отпускал шутки. Даже Майк извинился, поняв, что судил человека, не зная, через что тот прошел. Капитан Рид позже нашел ее старые отчеты в архиве и окончательно понял, почему в ее взгляде была такая безмолвная тяжесть. На следующее утро он сказал ей лишь одно: здесь ей всегда найдется место.